Yeah, I'm about to fade away. Cause every time I wake up I feel like it's Monday. Something's going wrong with all the chemicals up in my brain. All of a sudden I don't look at anything. Привет, 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 песеры, с вами Морж. Как вы слышите уже по моему голосу, выздоровел я окончательно. Огромное спасибо всем людям, кто желал мне здоровья. Возможно, именно это и помогло. Ну и видос, и вы просили, и я обещал разобраться по тем предложениям, которые выкатили нам в четверг канале. Это у нас 4 команды, это у нас Бруно Фернандеш, иконик его версия, да, не иконик, эпичная, легендарная, вот как ее назвать. Стоит ли брать, не стоит ли брать, вообще нужно ли тратить на все это деньги? Золото в игре нашей достается очень даже сложно, но вы помните, если хотите задонатить с российских карт на Android, на мобилочку, в личку мне в Телеграме, там с этим разберемся. Ну, то есть тут да, либо очень долго собирать, либо донатить, других вариантов у нас нет. Начать хотел бы я с пака, которым у нас Фернандеш, его, собственно, легендарная карта. И что тут хочется сказать. Пак стоит 1500, и как бы у нас Фернандеш есть еще и в паке Манчестер Юнайтед. А стоит ли тратить больше? Пак Манчестер Юнайтед можно взять за 900. Стоит ли отдавать 1500? Ну, я вам так скажу. По прокачке они примерно одинаковые. Что один 94, что второй 94. Ну, то, что, по крайней мере, мне показывает сайт. По статам все тоже более-менее. Единственное отличие, что легендарная карточка у нас будет постоянно на форме Б, а значит, он не будет на плохих стрелках. Много это или мало, конечно, каждый будет решать из вас сам. Мне кажется, это удобно. Если тебе заходит сам Бруно. У него стиль атакующий полузащитник, что прекрасно, у него великолепный пас, у него классное умение атаковать, у него в принципе есть реализация и хорошая сила удара, но ему не хватает скорости и ускорения. Не самый быстрый товарищ. В принципе, с ускорением тут еще жить более-менее можно, а скорости действительно будет не хватать. Но я бы так сказал, как атакующий полузащитник особо отрываться от защитников противника и не будет. У него не будет того расстояния, чтобы набирать максимальную скорость. Поэтому минусом я это не считаю. Как по мне, Бруно Фернандеш отличный парень, у него здесь отличная карточка, и пас есть, и атаковать есть, и сила удара есть. Единственное, тут вы сами выбираете. Если вы возьмете от Манчестер Юнайтед, у него форма будет меняться, как вы понимаете. Если вы возьмете легендарную его карточку, форма будет постоянно Б, и вы постоянно сможете юзать его в составе. Как по мне, карточка очень хороша, но какая вам больше до вподоби, как говорится по-украински, вы, конечно, решите сами. Ну и давайте посмотрим по командам, что у нас здесь есть. Стоит ли их вообще брать? Если так скажу, если вы болельщик команды, то, конечно, брать стоит, даже разговаривать тут не о чем. Все карточки лучше, чем, собственно, обычные. Насколько лучше? Смотрите, низкорейтинговые игроки в целом лучше где-то на 3 общего рейтинга. Среднерейтинговые на 2. Высокорейтинговые либо на 1, либо вообще примерно такие же, например, тот же Нойер. Итак, по Арсеналу, конечно, здесь стоит выделять, в углу может видите, может не видите, тут сразу максимальная прокачка есть. Сайт eFootball Hub, я надеюсь, вы догадываетесь, какой, вон в углу написано, потому что вопросы в любом случае будут. Значит, здесь у нас класснейший Сака, отличный Джезус, отличный, пожалуй, Эдегор. Больше выделить особо нечего. Да, я болельщик Арсенала, да, я, скорее всего, его себе возьму. Но если прям не горит, если прям у вас это не последнее золото, то я брать бы не стал. Смотрите, все игроки Арсенала, если взять его обычные версии, будут стоить у нас 776 тысяч в целом. И это самая дешевая команда из вот этих 4. Переходим ко второй по дешевизне. Тут у нас 1 217 000 сумма стоимости всех игроков. Это, конечно, Манчестер Юнайтед. И мы выделяем Роналду. Максимальная прокачка 97. Хочу обратить ваше внимание, что в паке с Бруно тоже у нас есть Роналдо с максимальной прокачкой 95. Вот такие вот дела. В команде он 97, а там 95. Здесь у нас классный, конечно же, Криро, отличный Варан, я его использовал на ПК, кто смотрел мои исповеди новичка, там он тоже присутствовал. Бруно Фернандеш отличный. И, конечно, я бы выделил Санчо. Остальные такое себе, вполне себе заменимые. Но вот эти 3 игрока, Криро, Варан и Бруно Фернандеш, могут спокойно залетать в ваш основной максимальный состав. Если брать чисто вот
из-за игроков, которые могут влететь в максимум. Ну и Санчо, конечно же. Переходим к третьей команде у нас по стоимости. Это, угадайте, Бавария или Барса? Это Барса. Да, самая дорогая у нас Бавария. Барса в сумме стоит у нас, если брать обычные карточки, 2 миллиона 206 тысяч. И тут, конечно, сразу же глаз падает на Леву с максимальным рейтингом 98. Само собой, с сыгранностью, вы понимаете, это будет сотка. Тут вообще без вариантов. Из остальных, кого бы я использовал именно в своем основном максимальном составе. Конечно же, Педри. Тут максимальный рейтинг 96, с сыгранностью будет 99. Дальше я использовал бы Кисье. Я знаю, сейчас многие просто топят за Рафинью, но мне он не особо, если честно, нравится. И, в принципе, как бегунга я бы использовал Фати. 94 у него максимальный рейтинг, будет 97. Ну и переходим к Баварии, вишенке, так сказать, самой дорогой команде из этих всех представленных. Общая стоимость игроков у них 2 миллиона 662 тысячи ГП, что очень-очень много. Поменять 900 золота на 2 миллиона 600 кусков, я думаю, достаточно неплохое предложение. Кого здесь можно использовать в основе? Нойер, да. Мане, да. Горецко, да. Сане, да. Эрнандес, вот хотелось бы сказать да, но вы знаете, после последнего обновления он у нас сменил позицию, вместо левого защитника стал центральным защитником, и там поменяли статы. И вот тот левый защитник был реально на порядок круче. Кимих, да. Де Лихт, да. Упамекана, ну, скорее всего, я бы не использовал, как и Гравенберха и Мусиалу. То есть вот здесь у Баварии, наверное, самый большой набор игроков, которых я бы использовал именно в своем максимальном составе. Плюс игроки очень даже дорогие. Поэтому, само собой, не мне вам советовать, брать или не брать. Я лишь выделяю плюсы и минусы, так сказать, этого выбора. Но если вот я бы сидел, я не болельщик ни одной из этих 4 команд, я хочу просто усилить максимальный состав, то, само собой, я бы брал Баварию. Если я болельщик, то, само собой, я бы брал, конечно, клуб, который больше мне по душе. Ну, или если мне нужно усилить какие-то конкретные позиции, то из Барселоны это центральный нападающий, центральный полузащитник, еще один центральный полузащитник. Из Баварии опорник, левый нападающий, центральный полузащитник. Ну, я думаю, вы догадываетесь, как здесь все выделять. Из Арсенала он правый полузащитник, почему бы и нет. Из Манчестер Юнайтед ЦЗ, левый нападающий и атакующий. В общем, ну, вы поняли, вот таким вот образом выделить, какую команду себе брать. Считаю, в принципе, что за 900 голды это очень даже хорошее предложение. Ты получаешь 11 игроков, 11 достаточно дорогих игроков, при том, что фарма сейчас в нашей игре нет, ГП никак не нафармить. Ну, реально, собрать 2,5 миллиона на ту же Баварию, да, вот по этому набору игроков, это охренеть сколько времени уйдет. Да, возможно, этих игроков можно будет там выбивать из команды недели, еще что-то. Но вот если просто в вакууме собрать 2,5 миллиона, это нужно нереальное количество времени. 900 золота же, ну, как по мне, цена очень даже небольшая. Поэтому, конечно, вы сами определяетесь. Ну и по паку Бруно Фернандеша, если он тебе нравится, в принципе, как игрок, и если ты хочешь, чтобы он у тебя постоянно был на хорошей форме, он у тебя, что называется, постоянно был в старте на атакующем полузащитнике, и ты не парился, что у него будут хреновые стрелки, то, конечно, стоит взять в этот пак за 1500. Кроме него здесь есть Криро с меньшим рейтингом, чем из команды. Конечно же, можно выделить Бернардо Силву, конечно же, можно выделить Рафинью и Диаса. Ну и, пожалуй, Леау. Кстати, тут еще есть Фелиш, который качается аж до 96, то есть с сыгранностью будет 99. Но Фелиш, как по мне, это вот пример Дибалы, который у нас есть за номинальные контракты. Вроде там все и хорошо, но вроде как люди ругаются. Вот такое примерно мое мнение по этим пакам. Пиши, брал ли ты что-то или, может быть, будешь брать что-то. Я с удовольствием это почитаю. Ну и сразу отвечаю на вопрос, будет ли завтра видео. Да, завтра видео, ребята, будет, потому что у нас был финал Лиги Европы, у нас был финал Лиги Чемпионов. Как вы думаете, что будет завтра? Я думаю, вы догадались. Так что ждите, Морж возвращается в свой стандартный режим, видео в день. Надеюсь, смогу его поддерживать. Ссылки, моя телега, личка для доната в описании, в закрепленном комментарии. На этом прощаюсь. С вами был Морж, комментарии читаю, отвечаю. До новых встреч, пока-пока.